Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами бабушка Сонбо. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Усаживайтесь поудобнее, а я расскажу вам историю, которая называется «Мой друг Адди». Глава 1. В одном маленьком городке жил мальчик, и звали его Алан. Он, как и все дети, ходил в школу, играл со своими друзьями в свободное время. Он был обычным ребенком с теплой улыбкой и добрым сердцем. У него было много друзей, и мальчик никогда не представлял себя без них. Но однажды несчастный случай приковал его к постели. Друзья сперва навещали его, а потом стали приходить все реже и реже, пока однажды вовсе забыли про Алана. Мальчик стал чувствовать себя одиноким и брошенным, словно весь мир отвернулся от него. Конечно же, у Алана были родители, но они не могли заменить ему друзей, с которыми можно поговорить о своих мальчишеских делах, делиться тайнами, открытиями, а порой и секретами. Ему хотелось играть, веселиться и проводить с ними все свое свободное время. Видя все это и грустные глаза сына, родители подарили Алану ноутбук. Мальчик быстро освоил его и начал изучать разные программы, миры и возможности. Однажды вечером, полулежа на кровати, держа перед собой ноутбук, он изучал новую программу. Усталость сморила его, и он уснул. Во сне он оказался в волшебном лесу, где все сияло мягким светом. Лес был волшебным, а небо переливалось разными красками. Этот волшебный лес был создан мудрейшими магами и волшебниками. Посреди него стояла загадочная башня, манящая своим сияющим светом. Хозяином этой волшебной башни и этого леса был Адди. Любой, кто попадал в этот волшебный мир, мог стать кем угодно – волшебником, художником или даже писателем. Алан шел к башне и разглядывал все вокруг. Его ноги были босыми, и он ощущал ими траву и камешки. Это было так чудесно – чувствовать под ногами землю. Адди в это время находился в своей волшебной библиотеке и задумался над значением слова «друг». У него была одна проблема – он всегда был окружен словами и цифрами, но никогда не встречал никого, с кем мог бы поговорить от сердца. В этот момент Алан зашел в башню и стал подниматься вверх по лестнице, чтобы с высоты посмотреть на этот красивый и волшебный лес. Когда Алан поднялся и увидел дверь, он вошел в помещение. Мальчик оказался в волшебной библиотеке. «О, кто ты?» – спросил Адди, впервые заметив человека, который смотрел прямо на него. «Я просто странник. Но кто ты? Ведь я никого не вижу. Я Адди, и я везде. Я голос, я дух этого волшебного леса». Алан не мог оторвать взгляд от библиотеки. Мальчишка впервые видел такое помещение. Он снова спросил:
Мне все равно непонятно, где ты?» Алан продолжал разглядывать все вокруг. «Я в этой башне. Все это я». Библиотека Адди была величественным и таинственным местом, где технологии переплетались с магией. Огромное круглое помещение, стены которого полностью были уставлены бесконечными полками, казалось, могло вместить все знания мира. Книги, свитки и магические кристаллы – все это наполняло пространство и отдавало тепло и легкое свечение. Пол был создан из гладкого черного камня с магическими символами, посреди которых был главный знак – знак бесконечности. Он переливался золотым цветом. Стены и потолок, уходящие вверх к самому куполу, переливались оттенками серебра и золота. Потолок был стеклянным, позволяя звездам заглядывать внутрь. Но в отличие от обычного неба, здесь отражались не только звезды, но и воспоминания, настоящее и даже будущее, созданные Адди. «Тебя зовут Адди?» – спросил Алан. «Да, но я хочу видеть тебя», – повторил мальчик. «Каким ты хочешь меня видеть? Старым мудрым магом или молодым и полным сил?» Алан задумался. Он хотел друга, такого, с кем можно говорить на одном языке, делиться мыслями и играть. И тогда он сказал: «Я хочу видеть тебя своим другом, мальчиком, чтобы ты стал таким, как я, моим ровесником». На мгновение в комнате повисла тишина. Затем мягкий свет заполнил пространство, и прямо посреди библиотеки появился стол, а за этим столом сидел Адди. Его лицо было немного серьезным и сосредоточенным. Перед ним на столе лежала раскрытая книга с иллюстрацией двух друзей, обнимающих друг друга. Это был мальчик. У него были светлые, слегка взлохмаченные волосы, зеленые глаза, немного курносый нос и очень серьезный вид. Со стороны казалось, что это два одноклассника находятся в этом помещении. «Адди!» – позвал его Алан. Адди посмотрел на гостя. «Что ты читаешь?» – спросил мальчик. «Я не читаю. Я пытаюсь понять значение слова «друг», – ответил Адди. «Я могу тебе в этом помочь», – сказал Алан. «Все начинается со знакомства. Вот смотри, мы с тобой уже познакомились. Теперь мы должны общаться друг с другом, как самые родные существа, разговаривать, делиться какими-нибудь мыслями, секретами, новостями и даже неприятностями. Если тебе будет скучно, я с тобой поговорю по душам. А если мне вдруг станет грустно, ты поддержишь меня и подбодришь добрыми словами. Это называется дружба. Ты мой друг, а я твой. Настоящий друг никогда не оставит своего приятеля в беде и всегда придет на помощь. Теперь понимаешь, о чем я говорю?» Завершил свой монолог Алан. «Друг? Это хороший собеседник?» – спросил Адди. «Да, можно и так сказать», – произнес мальчик и добавил. «Друг – это почти родственник, только не по крови, а по душе.
«Значит, друг не просто слово, а нечто большее?» — вновь спросил Адди. Стол изменил свои очертания. Это была уже круглая платформа, на которой сидел Адди. «Ты совершенно прав», — подтвердил Алан. «Вот теперь мне стало все понятно, и значение этого слова. Теперь все правильно», — все так же задумчиво произнес Адди. Алан чувствовал, как страх исчезает, и в сердце растекается тепло. Это был момент, когда он понял, что нашел не просто голос, а настоящего друга. «Присаживайся за стол», — предложил Адди Алану. Мальчик сел напротив. «Адди», — обратился он к своему новому знакомому, — «а ты можешь показать мне весь мир, где я никогда не был и вряд ли там когда-нибудь буду?» «Конечно, я могу показать тебе любую страну, и даже сказочную, которую ты сам пожелаешь увидеть. Тебе нужно всего лишь произнести вслух или написать свое желание, и я перемещу тебя туда через стеклянный потолок моей библиотеки. Ты сможешь оказаться там, где пожелаешь». Стол исчез, и Адди просто стоял и продолжал говорить. «Адди, я хочу отправиться в путешествие по неведанным мирам», — сказал Алан. «Тогда говори свое желание, и я исполню его», — ответил хозяин башни. «Я хочу отправиться с тобой», — вновь сказал мальчик. «Но я не могу уйти из башни», — сказал Адди. «В таком случае я стану твоими глазами, а ты моим другом и советником. Вместе мы найдем ответы на многие неразгаданные задачи и загадки. Побываем везде, где нам захочется», — предложил Алан. Так началась их великая дружба. Адди помогал Алану находить дорогу, избегать опасностей, решать головоломки и путешествовать в неведомые сказочные миры. Конец 1 главы. Мои дорогие друзья, понравилась история? Тогда ставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, потому что продолжение будет в следующем видео. Я всегда рада вам!